Здравствуйте, друзья! Наконец я добрался до самой популярной рубрики канала. Судя по количеству лайков, зрителям она очень нравится. Это малоизвестные фильмы. Мне удалось собрать действительно много хороших картин, которые вы могли пропустить. Надеюсь, смогу вас удивить и не разочарую. Кстати, помните, недавно я вам рассказывал о большом новом киносайте Кинориум. Для тех, кто забыл, это проект, где можно найти всю информацию о любом фильме или актере. И я сам пользуюсь этим сайтом, поэтому если вы такой же киноман, как и я, могу смело рекомендовать. Но сейчас не об этом. В общем, Кинориум запустил отличный конкурс с классными призами. Разыгрываются iPhone 11, 11 Pro и наушники AirPods. А все, что нужно сделать, это угадать победителей будущей церемонии Оскар. Заходите на страницу игры, отмечайте победителей и выигрывайте вкусные призы от Apple. Ссылка в описании. Ну и не забудьте добавить Кинориум в закладки, он клевый. Погнали! Ну что ж, открывает наш топ весьма неплохой триллер «В тихом омуте». По сюжету в спокойном идиллическом городке исчезает подросток, вызвав тем самым опасение, что в округе появился маньяк. Расследовать пропажу ребенка доверяет опытному детективу Грегу Харперу, который переживает кризис в семье. Мужчина невольно проводит параллель с аналогичным преступлением 15-летней давности, виновник которого до сих пор пребывает в тюрьме. Со временем полицейский с тревогой замечает, как угроза подбирается к его собственному дому. Далее по списку прекраснейшая, сильная детективная драма «Дело Коллини». Касперу Лайнелу предстоит расследовать запутанное дело итальянца Фабрицио Коллини, который на первый взгляд безо всяких мотивов убил немецкого бизнесмена Ханса Майера, после чего сам сдался полиции. Положение вещей осложняется молчанием Коллини, которому кажется все равно, что с ним будет дальше. Однако Лайнелу случайно удается найти зацепку, благодаря которой он понимает, что столкнулся с крупнейшим судебным скандалом Германии. В фильме о временных петлях, сдвигах выходят довольно часто, ну а что, зрителям нравится. И вот один из них – «Не отпускай». Согласно сюжету, детектив Джек Рэдклифф заботится о своей племяннице Эшли, дочери его брата-гангстера Гаррета. Однажды дядя получает тревожный звонок с телефона девочки и тут же спешит на помощь, но не успевает, найдя мертвым все семейство. Джек скорбит из-за потери и начинает собственное расследование, но неожиданно получает звонок с номера племянницы. Что еще более странно, герой слышит голос девочки. Долго не решался посмотреть этот фильм, рок это не мое, да еще и полубиография, но картина превзошла все мои ожидания. Грязь. Лента рассказывает историю становления знаменитой американской глэм-метал группы Монти Крю. В начале 80-х годов 4 талантливых неудачников решили объединиться в надежде достичь музыкальных высот. С каждым днем у Монти Крю появлялось все больше поклонников, однако с ростом популярности пришли серьезные проблемы, которые могли разрушить все то, что создавали музыканты. Добротный такой боевик на тему ограбления банков «Информатор». Во время экскурсии по Федеральному резервному банку США в здание проникли вооруженные бандиты, спровоцировав суматоху внутри главного зала. Воспользовавшись паникой, несколько сообщников нацепили на лица маски и взяли в заложники десятки гражданских лиц, намереваясь добраться до хранилища с золотом. Опасаясь многочисленных жертв среди заложников, полиция Нью-Йорка окружила здание и отправила на переговоры с преступниками опытного специалиста. Зачастили в последнее время фильмы на музыкальную тематику, но если «Грязь» это безбашенный байопик с рейтингом 18+, то «Вчера» это легкий и приятный фильм с довольно забавной идеей. В общем, события развиваются вокруг Джека Малика, музыканта-неудачника из Англии, в которого никто не верит, кроме его подруги и менеджера Эшли. И вот однажды Джек попадает под автобус, а когда приходит в сознание, то просыпается в мире, где Битлз никогда не существовали, и только он один помнит все песни легендарной группы. Знаете, следующий фильм вроде ничего необычного не преподносит, но в то же время из-за атмосферы смотрится с большим интересом. Полицейский седан. По сюжету амбициозный полицейский Ник Холланд, недавно окончивший академию, получает в напарники опытного Рэя Мэндала, который уже побывал в настоящем аду и теперь готов поделиться с новичком секретами службы. В первое же совместное дежурство патрульным предстоит разобраться в ряде происшествий, в промежутках между которыми ведется непростой диалог. Несколько фильмов назад мы говорили о временных сдвигах, сейчас же поговорим о параллельных реальностях, поменяться местами.
Сюжет строится вокруг обычного студента Рафаэля, пытающегося написать свой первый роман, и талантливой пианистки Оливии. После 10 лет брака их отношения начинают ухудшаться, так как достигли в жизни они совершенно разных высот. И вот в один не очень прекрасный день Рафаэль просыпается не успешным писателем, а простым учителем, а Оливия, наоборот, теперь всемирно известная пианистка. Полубиографический фильм о Джоне Делориане, автоконструкторе и плейбое. Тачка на миллион. 70-е годы, попавшись на перевозке крупной партии кокаина, Джим Хоффман соглашается стать информатором ФБР. Он обещает сдать спецслужбам подельников и получает для проживания с семьей конспиративное жилье в богатом пригороде. Новым соседом Джима оказывается легендарный конструктор Джон Делориан, который готовится выпускать футуристический спорткар мечты, но для этого ему нужно раздобыть большую сумму денег. Пример того, как на минимальный бюджет сделать довольно-таки неплохой фильм «Милая». Согласно сюжету, после крушения корабля двум выжившим удается доплыть до небольшого тропического острова. Из-за серьезных травм Брэд вскоре умирает, после чего Дженнифер хоронит друга. Однако на следующий день обнаруживает, что могила раскопана, а тело исчезло. Пытаясь разобраться в происходящем, Дженнифер выясняет, что опасность поджидает ее из океана, где живет мистическое чудовище, рыскающее в поисках добычи каждую ночь. Неплохой криминальный боевик для любителей этого жанра – «Коррупционер». Его действие разворачивается в канун Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Лиам, бывший заключенный, выйдя на свободу, пытается вернуть доверие и любовь семьи. В свое время он попал в переплет из-за Клиффорда Каллина, главы преступного синдиката, связанного с крупными политиками и чиновниками. Пытаясь искупить свою вину, парень оказывается в центре очередного криминального заговора, выпутаться из которого будет не так уж и просто. Классический образец рождественской романтической комедии, которая как будто переносит зрителя в свой сказочный мир. Пусть идет снег. По сюжету события разворачивается в маленьком американском городке накануне Рождества. В населенном пункте изрядно снежит, и именно во время бури произойдут события, которые сыграют большую роль в жизни главных героев, старшеклассников местной школы. Перед магическим праздником они узнают настоящую дружбу, любовь, а также переживут несколько волнующих моментов. Вполне себе неплохой триллер с элементами хоррора «Ма» поведает о том, как Мэгги вместе со своей мамой Эрикой переезжает из мегаполиса в ее родной городок. Мэгги быстро заводит новых друзей, компания проводит свободное время за выпивкой, однако для покупки спиртного им нужен совершеннолетний. Тогда на помощь подросткам и приходит Сью Энн, одинокая женщина, которая готова подсобить своим новым друзьям с алкоголем. Она даже разрешает устраивать вечеринки у себя в подвале. Однако с чего вдруг такая щедрость? Картина в лучших традициях боевиков нулевых, первобытный. По сюжету, Фрэнк Уолш, бесстрашный охотник на редких и экзотических животных, сумел поймать редчайшего белого ягуара. Он договаривается о транспортировке дикого животного на борту грузового судна, где помимо него ждет своей отправки в США опасный убийца Ричард Лофлер. В открытом море преступник умудряется сбежать, выпустив всех животных. Фрэнк оказывается единственным человеком на корабле, которому по силам противостоять хищникам и безжалостному маньяку. Полнометражное продолжение одноименного сериала «Аббатство Даунтон» расскажет историю взлетов и падений семьи английских аристократов Кроули и их слуг, живущих в родном аббатстве в Йоркшире. Действие происходит в 1927 году, спустя 1,5 года после окончания событий сериала, и сосредоточено вокруг приготовления к визиту короля Георга V и его супруги Марии. Готовясь исполнить свой почетный долг перед короной, в аббатстве не жалеют сил и средств, чтобы принять важных гостей с соблюдением всех правил и почестей. Ну и перед тем, как перейти к азиатской рубрике, новая экранизация легендарной компьютерной игры Doom, которая явно страдает от антифеминистических настроений, Doom Аннигиляция. По сюжету, группа ученых, работающая в сверхсекретной лаборатории на спутнике Марса, проводит рискованные эксперименты над устройством телепортации. Когда очередная попытка тестирования заканчивается провалом, научный центр превращается в место кровавой бойни, поскольку на сотрудников нападают ужасные существа, прибывшие из параллельного измерения. Ну что ж, начнем исследовать азиатский кинематограф замечательной картины под названием «Выход».
30-летний неудачник Йо Нам никак не может устроиться на нормальную работу, а единственное, в чем он преуспел, это скалолазанье. Большой банкет по поводу 70-летия его матери, как назло, ведет Иджу, его безответная любовь еще с колледжа. И вот под конец празднования неподалеку происходит теракт, и по городу начинает распространяться ядовитый газ. Единственный способ не отравиться – это подняться как можно выше. Китайский драматический фильм «Катастрофа», основанный на реальных событиях. Храбрецы. По сюжету, на территории нефтепровода происходит мощный взрыв с последующим пожаром, который грозит экологической катастрофой мирового масштаба, так как под угрозой оказываются резервуары с химическими ядами. Вся китайская общественность приходит в ужас, не говоря уже о других странах, которых тоже коснутся страшные последствия в случае трагедии. Поэтому китайским пожарным ничего другого не остается, как намертво стоять до самого конца. Это уже 4-й топ на эту тему, и впервые японскому фильму удается в него пробиться. «Царство». Действие разворачивается в середине 3 века до нашей эры, во времена междоусобных войн в Китае вокруг сироты Ли Циня, который подружился с мальчиком-слугой Пияо. Ребята договариваются ежедневно тренироваться, чтобы стать великими генералами и избежать от рабской жизни. Годы спустя герои становятся мастерами меча, но только Пияо берут в королевскую армию. И когда последний погибает, Ли Цинь тут же отправляется мстить убийцам друга. Военно-исторический корейский экшн-фильм, основанный на реальных событиях, однозначно порадует тех, кому интересно подобное жанровое направление. Битва за Чансари. Сентябрь 1950 год. Силы южан удерживают Пусанский периметр. Генерал Дуглас МакАртур готовит дерзкий план инчхонской десантной операции и решает провести несколько диверсионных высадок в тылу врага. Одним из таких мест становится Чансари. Туда 13 сентября отправляются 772 добровольца, прошедших только двухнедельную строевую подготовку. Легкий и веселый, местами смешной китайский боевик «Новички» поведает о том, как Джао Фэн, любитель экстрима, совершает рядовой прыжок с парашютом, но ситуация выходит из-под контроля, когда он приземляется в месте проведения нелегальной сделки, а теневой бизнесмен ошибочно принимает Джао за человека, с которым и должна произойти сделка. С трудом выпутавшись из деликатной ситуации, главный герой вскоре оказывается завербован агентом секретной организации, ведущим охоту за мощным химическим оружием. Ну и вкратце поговорим еще о нескольких фильмах, неплохих, но все же не дотянувших до основного топа. Хорошую женщину найти тяжело. В жизнь одинокой матери Сары буквально врывается Тита. Он скрывается от наркодилеров и решает спрятать украденные наркотики в ее квартире. Игра с огнем. Работница заправки Мелинда видит шанс исправить свою скучную жизнь, когда мелкий преступник Билли врывается на заправку в надежде украсть немного наличных. Маленькие чудовища. По сюжету во время дошкольной экскурсии за городом происходит вспышка зомби-вируса. Операция Калибри. Группа трейдеров намеревается протянуть кабель через всю страну, горы, реки, болота, чтобы получать котировки раньше остальных. Ты умеешь хранить секреты? После неудачной сделки Эмма, хорошенько приняв на грудь в самолете, начинает вываливать все свои секреты сидящему рядом мужчине, а на следующий день выясняется, что он – это ее босс. Злодеи. Ограбив бензоколонку, молодая пара со временем обнаруживает, что у них закончился бензин. Они вламываются в ближайший дом, где в подвале обнаруживают девочку на цепи, как вдруг возвращаются хозяева. Где-то во времени. Девушка по имени Пенни садится в такси к водителю Харрису. Машина движется по безлюдной темной дороге, и таксист начинает беседу, когда девушка внезапно исчезает. Харрис и Пенни оказываются во временной петле. Плохие парни – власть хаоса. Во время перевозки опасных преступников тюремный автобус подвергается нападению, а заключенные убегают. Чтобы их поймать, формируется команда с избранных преступников, готовых работать на полицию. Райские холмы. Богатые семьи отправляют на этот остров проблемных дочерей на перевоспитание, чтобы те стали идеальными. Им обещают прекрасное будущее, да вот только остров этот скрывает страшные тайны. Тайная одержимость. Дженнифер приходит в себя после тяжелой травмы головы. Ей придется пройти долгий курс восстановления, и хорошо, что рядом есть любящий и заботливый муж. Или это он так считает? Непобедимый дракон.
Принципиальный и честный гонконгский полицейский по кличке Безумец назначается на расследование убийства женщины-коллеги. Мистер Олимпия. Братья Джон и Бен Уайдеры всю жизнь занимаются популяризацией бодибилдинга. Фильм расскажет, как строилась империя Уайдеров и скольким им пришлось пожертвовать, чтобы пробиться наверх. Зеровиль. Однажды в Голливуд отправляется одержимый киностудент, который попадает в мир секса, наркотиков, рок-н-ролла, упадка больших киностудий и подъема независимых режиссеров. Всегда верен. Кэл, офицер в полиции и морпех в запасе, узнает, что младший сводный брат случайно убил человека. Кэл заставляет парня ответить по всей строгости закона, однако в итоге он понимает, что закон не всегда прав и решает вытащить брата из тюрьмы. Добыча. Трудного подростка отправляют на перевоспитание на безлюдный заброшенный остров по программе выживания в экстремальных условиях, но вскоре парень понимает, что на острове он далеко не один. Потерянные части. Паренек из Северной Дакоты подружился с беглым преступником. Вскоре ему придется решить, как поступить, ведь вот-вот и его нового друга найдут. Темная сторона. В жизни Эванса все прекрасно и стабильно, но никто из окружающих не догадывается, что у него есть и другая темная сторона, о которой лучше никому не знать. Битва при Фунудун. 1920 год. Чтобы получить численное преимущество, корейские партизанские отряды объединяют силы и вступают в двухдневную битву с имперской армией Японии. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Если да, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь. И не забудьте посетить моих друзей с сайта Кинориум. Всего доброго!